Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Узнай будущее. Что спешит в вашу жизнь? Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем через подсказки карт, какие события ближайшего времени ожидает ваш знак зодиака. И у нас сегодня две колоды по традиции. Первая колода Ленорман. И мы не задаем вопросов, а просто достанем 4 карты. Останемся реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и все же какие-то подсказки вы получите. Итак, откроем, приоткроем, точнее, завесу в будущее, узнаем, что же вас ждет в ближайшие дни. Первая карта. Что спешит на ваш порог? Что спешит в вашу жизнь? Каковы события ближайшего будущего? И вторая колода Таро. Первая карта – это неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы, новости для вашего знака зодиака. А вторую карту мы достанем. В чем ваша сила? Что вам помогает? Какие энергии? В чем ваш успех? Что или благодаря чему вы сможете что-либо согласовать? По основным сферам жизни – дело, работа, бизнес, у кого-то документы, у кого-то учеба. Ваши занятия, одним словом. Концепция финансов или энергия денег, личная жизнь. И достанем карту совет. Что ж нам тут такое выпадает? Давайте откроем. Раздор. Вот не должно быть этого раздора. Вы могли с кем-то поссориться. Или по пятерке жезлов это вообще путаница. Я всегда называю эту карту информационного хаоса. Этот информационный хаос, правда, может и такой раздрай в нашей душе вносить, когда мы запутались. Разная информация, и мы уже не видим какой-то основной концепции продолжения. Мы принимаем неправильные решения, делаем неправильные выводы, потому что надо было где-то остановиться, а мы не остановились. Но, видимо, какой-то вот этот вот конфликт должен быть либо погашен, сама вывалилась карта, выпала буквально, но я допускаю, что не все же поссорились, правда, мы все разные, ну, может быть, кому-то это важно услышать, поэтому вот этого какой-то конфронтации не должно быть. По этой карте могут быть и люди, кстати, когда мы пошли на конфликт сознательно, потому что надоела какая-то история. Может быть, с тем человеком, который два пишет, а три в уме. Потому что, увы, непостоянство проходит по этой карте. Конкретно непостоянные люди. Утром они нам обещают что-то, к вечеру они о нас забывают. Видимо, есть, может быть, в вашей жизни такая персона, но ей бесполезно что-то доказывать. Тут надо выводы делать и идти дальше. Не помогает этот сам по себе конфликт. Или вы, мои дорогие, в этот 10 дней, может быть, столкнетесь с каким-то ворохом информации. Тогда вам ее придется перепроверять. Могут быть разные фейки. И тому, что вы услышите в первый момент, не стоит доверять. Здесь нужно доверяй, но проверяй. Об этом говорит карта. Давайте узнаем. Сильная позиция. Посмотрите, эта карта может символизировать вас самих, что вы что-то сделали хорошо. Ну, может быть, вы получаете важные документы, или вы можете согласовать в высоких инстанциях с высокими чиновниками. Здесь вы будете услышаны. Это для вас. Вы можете получить новую должность или как взойти словно на пьедестал. Может быть, еще и человек, который вам помогает. Вот этот медведь, который за вас переживает и где-то вас поддерживает. Да? Ну, иносказательно медведь, потому что это символ сильного человека, как и сильной личности, так и сильной позиции. Но это еще и ваша карта, когда у вас эти 10 дней могут быть очень знаковыми, значимыми, когда вы закладываете словно какой-то базис будущего успеха. Но и с другой стороны карта говорит, конфронтация нет, не нужно, потому что твоя задача усиливать свои позиции сейчас и не вступать в конфликты, наоборот, перепроверять эту информацию, чтобы она вас, ну, каким-то образом не разрушала или не наводила какую-то сумятицу, путаницу в вашей душе, в вашем сознании. Ну, правда, укреплять свои позиции. Основная задача именно такая. Дважды, наверное, аркан башни продолжает все то, что я сказала. И эта башня не та, которая в картах Таро. Это как раз символ нашего благополучия, может быть, вопросы дома, жилища, получение важных
документов, когда у вас получается что-то осуществить. В эти 10 дней вы можете совершить для себя какой-то очень важный поступок или что-либо согласовать, когда вы более чем остаетесь довольны. С одной стороны, карта призывает укрепить тылы наши. Для вас это будет важно. Может быть, в последующие дни что-то начнет меняться. Или в какие-то, ну вот вы тут словно для себя, ну как какое-то действо правильное осуществляете. Может быть, подводите итог приложенным прежде усилиям, и тогда для вас это и выстраивается в сильную позицию. Но сохраняй. Для кого-то банально. Карта башня будет говорить о том, что вы будете или задумаетесь дома делать ремонт. Иногда вот буквально так проигрывается. Но все же больше нам говорят о согласованиях с высокими чиновниками, инстанциями. Или когда пусть вы учитесь, значит, тут тоже по концепции учебы какая-то может быть очень значимое. Ну, кто знает. Может быть, вы учитесь и прежде еще не знали, а, какое направление вы выберете. Вы можете выбирать, потому что это может быть взаимодействие с каким-то руководителем, преподавателем, который вам что-то предложит, да, и это откликается вашей душе. Но тут, чем бы вы ни занимались, по сути дела, вы укрепляете собственные позиции. И сделать это нужно очень продуманно. Или если вы подписываете какие-то важные бумаги, здесь тоже не расслабляйтесь, усиливайте свои позиции. Держите руку на пульсе. И правда, у кого-то из вас может быть встреча вот с таким важным человеком или какие-то согласования, важные разговоры, у кого-то примирение, потому что карта кольца– это прочный союз. И значит, если прежде вы не сумели договориться с каким-то человеком, неважно, чиновник или кто-то из ваших близких, вот этот прочный союз вы можете создать. И я говорила, ваши тылы должны быть крепкие или словно как фундамент вашего успеха. Вот в эти 10 дней вы, по сути дела, и закладываете его или укрепляете его. И фундамент это не есть сама по себе какая-то материальная основа или вопросы даже нашего дома. Но ваше окружение, мои дорогие рыбы и рыбки, оно тоже должно быть как-то продумано. Окружайте себя, может быть, или предпочитайте людьми надежными, не болтунами буквально, или теми, которые вас на конфронтацию постоянно вызывают. А если мы подобных личностей не можем исключить из своей жизни, тогда не надейтесь и храните молчание. Значит, тоже как-то перестроиться нужно, чтобы именно вашу концепцию жизни, качество жизни, ваши планы ничто не нарушало. Какие-то важные согласования вы можете здесь совершить или получить важный документ. И правда, конфронтация или сепарация– только иллюзия. Будьте внимательны, потому что у вас, по сути дела, вот все три карты говорят о вашей силе, ну, где-то и возможностях. А выпадают карты крысы. Крысы– это всегда какой-то, ну, такой мелкий диссонанс или какой-то мелкий вред. Не есть что-то глобальное. Но крысы– это когда нам вредят по мелочам. И кто знает, может быть, от каких-то ссор происходит вот этот вред. Поэтому будьте хитрее, мои дорогие, будьте гибче. Не должно быть непродуманных ваших действий, а, видимо, у вас прекрасно работает интуиция. И прежде чем кому-то что-то доказывать или кому-то доверять, доверяться, может быть и так, нужно продумать на пару шагов вперед, а каковы будут последующие действия конкретного человека, или вы принимаете на веру какую-то информацию. Тогда помните, что для меня значит информация эта. Нужно как минимум, опять же, видеть как в 3D измерении и прошлое, и сегодняшний день, и еще на пару шагов вперед, чтобы просчитать, может быть, действие конкретного человека или как эта информация может быть применена лично к вам или к вашей жизни, или к тому, что вы намереваетесь сделать. Доверяй, но проверяй. Вот обе карты об этом. И это касается именно, ну, где-то ваших контактов. Неожиданности. Доверяй, но проверяй, более того, наблюдай, карта говорит, верховная жрица. Где-то карта всегда, я говорю, в неожиданностях. Пусть это не на деньги, но тем не менее. У вас тут много таких карт выпало, которые могут, я говорила, как про недвижимость вопросы, это где-то финансовый подтекст уже, да, или про имущество. Храните заначку, мои дорогие рыбы и рыбки. Есть то, о чем никто не должен знать.
Верховная жрица умеет хранить молчание и тайну. Она умеет хранить. Более того, ее независимость строится не на доказательствах, а на том, что она ни с кем не спорит. Она отступает полшага вперед, и пусть хоть камни с неба, или пусть хоть там в каком-то, ну, эфирическом экстазе человек заходится, пытаясь нам что-то доказать или нас к чему-то склонить. А верховная жрица хранит молчание. Вот она не говорит ни да, ни нет. Вот это отступление, полшага назад, дает какой-то вам очень нужный маневр. Поэтому для вас нужно все продумывать. Это то, что я вот говорила до этих карт. Абсолютно по всем картам. И поэтому не включение в какой-то вопрос, может быть, в обсуждение у кого-то так буквально. Иногда ведь бывает, вы заходите в какой-то кабинет на работе, а там полным ходом обсуждают начальство. И тогда как можно быстрее ретироваться вам помогает. Или когда вы нечаянно оказываетесь в зоне конфликта, двое спорят. Опять же, вы тоже ретируетесь, и вам это тоже помогает. По верховной жрице вы можете узнать даже какую-то тайну. Она вас может шокировать. И все же не делайте скоропалительных выводов. И еще сохраняйте себя, никому ничего не обещайте и не берите на себя каких-то обязательств. А вот тайна как раз какая-то может открыться. Или это какое-то известие. В чем ваша сила? В сохранении. Земная власть, четверка пентаклей. Сохраняем деньги, я об этом сказала, и наблюдаем. Верховная жрица, она наблюдает и делает выводы. И где-то земная власть, четверка пентаклей, нам конкретно показан человек, у него как город, как его царство, государство, его владение за его спиной. И он это охраняет. Да, его не назовешь душевным человеком, потому что он где-то зациклен на материализме, но тем не менее материальные вопросы вы можете решить, согласовать. Пусть это будет касаться документов где-то, но для вас это будет сильной позицией, потому что вы будете прочно стоять на земле. Вот эту позицию вашу нужно сохранять. И, может быть, как вот этот нам человек, который держит пентакль, сохранять вот от таких крыс, мои дорогие, или от какого-то вреда. Не позволить себе повредить и по части денег не давать действительно обещаний, не подписывать важных документов, не брать на себя где-то ответственность. Это будет более правильная позиция. Дела, работа, бизнес. Или документы, учеба. Карта доблести. Вы тут какой-то экзамен можете выдержать, да? Или получить какой-то, ну, результат от приложенных усилий. Но опять же, семерка жезлов. Сохраняй внутренний дзен, сохраняй внутреннее равновесие, баланс, гармонию в душе. Не торопись включаться в какой-то вопрос. Опять же, вот несколько карт по красной линии продолжают вот эту историю не включения в какие-то дела, конфронтации, вопросы, подписание документов, там, где будет ваше обязательство с подписью фигурировать или ваша печать. Вот нужно быть аккуратными, сохранять свои сильные позиции. И часто по семерке жезлов это нас пытаются достать, потому что кто-то имеет заинтересованность в вас, а вы в этом не имеете заинтересованности. Это кому-то выгодно, удобно, надежно с вами провзаимодействовать. И перед тем, как вы кому-то скажете «да» или подпишете какой-то документ, действительно, отступите полшага назад. Дайте себе день подумать куда-то, не торопитесь. И, может быть, какая-то вот карта доблести. Она говорит о том, что мы выдержим как и эмоциональное, так и физическое, безусловно, напряжение. У нас сейчас сильная позиция, но карта призывает подумать хорошо перед тем, как эти силы расходовать. Финансы. Укрощенная сила. Ну, на вас могут давить действительно. Вот, правда, подписать какой-то документ или какое-то соглашение или обязательство, потому что у вас сейчас и деньги есть, и вообще сильная позиция. Кто-то может подумать о том, что вы сейчас можете в кого-то вложиться или выручить деньгами. У вас могут попросить деньги в долг, а карта говорит «нет». Укрощенная сила– это себя самого укротить и куда-то не потратиться. С одной стороны, карта будет говорить, что если ты куда-то поспешишь, то в последующем это ты можешь оказаться вот так вот буквально связанному по рукам и ногам, когда тебе понадобятся деньги или тебе понадобится что-то, а ты будешь
ну вот, не иметь каких-то ресурсов. И здесь может быть сложная ситуация. На вас будут воздействовать как-то именно по части либо соглашения, либо денег, а вам придется красиво, элегантно, может по-английски, уйти от этого вопроса. На что-то вам, я вижу, важно не согласиться, хотя энергии таковы, что вас как будто нарочно кто-то принуждает или вынуждает. Вот все ведь карты об этом. Есть, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то структура финансовая, или пусть это будет связано действительно с каким-то документом, который имеет под собой все равно материальную основу. Или, может быть, вас где-то будут так, ну, где-то выводить на эмоции, например, чтобы вы с чем-то согласились. Какой-то материальный вопрос не решен, а вы можете его решить, но путем дипломатии. У вас есть возможность и не вступить в конфликт, и не потратить деньги, и в то же время выйти сухим из воды. Но каким образом это делать, вам придется продумывать. Если вы поставите перед собой цель, что я сейчас сохраняю свои позиции, значит, поверьте, вы найдете не один способ, как и уйти от какой-то конфронтации и в то же время, может быть, не согласиться на какую-то ситуацию, которая будет для вас означать как качели или какой-то тупик, понимаете? Вот здесь может быть такая сложная ситуация, поэтому вот все карты говорят, будь предельно внимателен. Личная жизнь. А здесь как раз и вам могут понадобиться деньги, может быть, для того, чтобы пройти какие-то курсы. Вот я такое могу предположить. Больше по этой карте нам, это карта будущего, мы сдаем жизненный экзамен. И может быть, это у вас буквально, когда вы сдаете какой-то экзамен и получаете сертификат или какой-то важный документ. И я могу тогда предположить, что просто в этот период вы будете что-то изучать. Тогда вот эта концепция, она будет больше ваших сил забирать в направлении то, чего вы хотите осуществить. Потому что, что бы это ни было, всегда, когда мы сдаем экзамен, или пусть мы что-то изучали, значит, эти знания мы переложим на практику или применим на практике. И это будет для вас означать большая ресурсность, когда вы можете заработать деньги, или ваша уверенность. Но здесь еще и жизненный экзамен вы можете проходить, когда вы сталкиваетесь с конкретным сложным человеком или людьми, которые вас вызывают где-то на конфликт или пытаются на вас где-то давить, чтобы вы с чем-то согласились. И тогда вот этот сдать жизненный экзамен, это тоже необходимо. Вы ресурсны, у вас это получается, но после этого нельзя расслабиться. Карта совет. Слушайте интуицию. С одной стороны, для вас будет помогать, когда вы не находитесь в толпе. Я должна это сказать по аркану Луна. И если вы случайно, меня люди смотрят из разных стран, если вы случайно оказываетесь в толпе, помните, лучше остаться одному и пойти совершенно в другом направлении. Поэтому как действуют все, вам так действовать нельзя. Вам нужно действовать как-то по-своему. И все то, что я сейчас долго говорила, эта карта подтверждает. Здесь какой-то свой путь. Или вот этот самый экзамен, может быть, вы сдаете, потому что вам нужно какие-то важные согласования в этот период произвести или буквально выстроить новую концепцию взаимоотношений с людьми, с вашим социумом или с вашим ближайшим кругом окружения, с теми людьми, с которыми вы чаще всего контактируете. Вам тут могут поступать разного рода призывы, или чтобы вы опять же с чем-то согласились. Но понимаете, ваша сила отчасти в вашем одиночестве. Вот я не побоюсь этого сказать, потому что верховная жрица, она всегда сама по себе. И в чем ваша сила, земная власть, нам тоже показан один человек. И медведь-то ведь он тоже идет сам по себе. Поэтому переложите вот эти все тонкие нюансы, как это может откликаться с теми событиями, которые происходят сейчас в вашей жизни. И я так надеюсь искренне, что подсказки для вас какие-то будут. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.